Привет, друзья! Вы смотрите 159-й выпуск «Раздевалки» на Зенит ТВ. И нам есть что вам рассказать. Поехали! Стартуем с обзора важных новостей. Затем познакомимся с перспективным защитником. А в конце посмотрим историю в рисунках про легендарного защитника. 3 марта в Петербурге прошел матч 1/8 финала Кубка России против КамАЗа, который принес «Газпром-арене» сразу 3 юбилея. Во-первых, это был 100-й официальный матч, который «Зенит» провел на своем нынешнем домашнем стадионе. Отсчет начался с 22 апреля 2017 года, когда первым гостем недавно открывшейся арены стал Екатеринбургский «Урал». В последующие 5 лет сине-бело-голубые трижды становились чемпионами, выиграли кубок и 2 суперкубка России. Во-вторых, победа над КамАЗом стала 70-й одержанной «Зенитом» на поле «Газпром-арены». И, наконец, в-третьих, гол Артема Дзюбы на 85-й минуте стал 250-м из всех забитых петербуржцами на своем новом стадионе. Кстати, именно Дзюба носит звание лучшего бомбардира «Газпром-арены». На его счету 44 мяча. Чуть отстает от него Сердар Азмун с 40 голами. На третьем месте Александр Ерохин, забивший 22 мяча. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начали свою работу детские футбольные школы «Зенит Чемпионика». Набор мальчиков и девочек от 3 до 16 лет стартовал в первых 2 филиалах. Один из них был открыт на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино, другой на проспекте Кима на острове Декабристов. Дополнительным приятным сюрпризом для первых воспитанников стал розыгрыш футболки с автографами игроков основы и визит синегривого льва. В настоящее время сеть футбольных школ «Зенит Чемпионика» охватывает 14 городов России. В основе обучения лежат технологии и методики основной команды сине-бело-голубых. Первое занятие в школах бесплатное и доступное всем желающим. 23 февраля на «Газпром-арене» прошла праздничная экскурсия «Тур настоящего болельщика». Гостям мероприятия довелось не только побеседовать с представителями разных профессий, но и самим попробовать себя в роли участников футбольного матча. Всего в программу вошло 6 станций: рабочее место главного тренера, кромка поля для разминки футболистов, кабина режиссера матча, место заводящего фанатского сектора, дикторская рубка и камера видеооператора. А еще гостей ждали трансляции на экране стадиона, поздравления от синегривого льва и фотосессия с чемпионским кубком. Прошедшая экскурсия — это лишь один из многих туров, запланированных футбольным клубом «Зенит». Среди прочих доступны, например, путешествие по фанатской части стадиона от одного из основателей фан-движения Максима Пацифика-Дукельского или прогулка, посвященная стадиону имени Кирова, от историка спортивной архитектуры Дмитрия Козлова. Ну а самый масштабный из туров включает в себя посещение сразу нескольких объектов. Помимо арены, гости побывают на тренировочной базе, в «Газпром-академии» и на стадионе «Смена». В стоимость экскурсии входят трансферы, горячее питание и памятные сувениры. Билеты на экскурсии можно приобрести в клиентском офисе футбольного клуба «Зенит» по адресу улица профессора Попова, дом 37, литера В. 4 марта состоялась жеребьевка следующего этапа Кубка России, в которой «Зенит» вышел за день до этого, одержав победу над КамАЗом из Набережных Челнов. В четвертьфинале соперником петербуржцев станет футбольный клуб «Алания». В общей сложности сине-бело-голубые играли с владикавказцами 29 раз, одержав 19 побед и еще 5 раз сыграв в ничью. Последняя встреча состоялась летом 2013-го и закончилась победой петербуржцев со счетом 4-0. Предстоящий матч пройдет в Грозном на стадионе имени Белемханова 19, 20 или 21 апреля. Трансферное окно уже закрыто, а о некоторых новичках мы вам еще не рассказали. Дамы и господа, встречайте! На арену выходит номер 28. Нуралы Пактович Али родился 22 декабря 1999 года в Актау, городе на юго-западе Казахстана на берегу Каспийского моря. В 8 лет отец отдал его на вольную борьбу, но отношения с ней продлились лишь полгода. Узнав, что рядом с домом есть футбольная секция, Нуралы оставил единоборство и шагнул навстречу своему будущему. По его собственному признанию, футбол помог закалить характер и пережить все трудности, которыми было наполнено детство. Когда Нуралы было 10 лет, не стало его отца. В 12 он потерял маму. Мальчик жил со старшим братом и его женой, прогуливал школу из-за тренировок и мечтал попасть в главную команду местного Каспия, клуба, где началась его карьера, и тренер которого, Ержан Джамбиров, сыграл большую роль в его жизни, помогая не только советами, но и делами. Он общался с футболистами, футбольный клуб «Каспий» играл в первой лиге, общался с игроками, у пацанов спросил бутсы, и мне давал.
15 лет Алипа и еще двух парней из Каспия отправили на просмотр в Академию Кайрата, одного из самых титулованных клубов Казахстана. Нуралы просмотр прошел, в контрольной игре забив гол и отдав результативную передачу. Но первые полгода в Алмате были тяжелыми, не обходилось и без конфликтов с конкурентами. Алип даже задумывался о возвращении в Актау, но на помощь вновь пришел его первый детский тренер. Он просто сказал: давай, терпи, где твой характер, тоже мотивацию дал, про маму, папу тоже вспомнил. За это мотивацию дал и остался. В Каспии Алип играл в нападении. В Кайрате его перевели на позицию опорника. А когда один из центральных защитников алматинцев получил травму, Нуралы отправили закрывать брешь в обороне. И он так хорошо справился со своей новой ролью, что в дубль Кайрата в 2017 году его брали уже как твердого игрока центральной линии защиты. Той же линии, где играл его главный футбольный кумир. Рамос, когда в Реале играл, очень интересно было за ним наблюдать. На угловых ходил, голы забивал важные. Помню матч с Атлетико, когда он в последней минуте, секунде даже забил гол. И после дополнительного Реал Мадрид 4-1 выиграл. За ним очень интересно следить. Так же, как и Рамос, Алип в обороне не забывал о навыках игры в атаке, приобретенных в детстве. Осенью 2017-го в матче юношеской лиги УЕФА он забил гол в ворота Краснодара, который защищал Матвей Сафонов. А еще через полгода дебютировал в основном составе Кайрата. В казахстанских СМИ левоногого защитника сразу начали называть одним из самых талантливых игроков страны и писать об интересе к нему со стороны европейских клубов. Сам он за такими новостями предпочитал не следить. Видел, слышал, но я сам не люблю, когда так хвалят, стараюсь не смотреть на это. Потому что, видите, кого хвалят сильно, потом они звезды могут поймать, и карьера вниз пойти. Я желательно не люблю такое. Впрочем, на его отношения с прессой это никак не влияло. После одного из интервью Нуралы подарил журналисту яблоко, и с тех пор делиться с репортерами фруктами, печеньем и конфетами стало для него доброй традицией. Я вам тоже мороженое принес, можете угоститься. В общей сложности Алип провел за алматинский клуб 99 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Вместе с Кайратом он выиграл чемпионат Казахстана и стал двукратным обладателем национального кубка. Там же Нуралы встретился с легендарными экс-футболистами «Зенита». И если с Анатолием Тимощуком, который провел в Алмате один сезон, Алип только сфотографировался на память, то с Андреем Аршавиным молодой защитник несколько лет играл бок о бок и иногда даже жил в одной комнате. Сам Андрей Сергеевич так вспоминает их знакомство. Удивило то, что ему было, по-моему, 18 лет на тот момент. Он очень был спокоен, очень техничен для защитника с такими габаритами. Но в целом скромный парень, который был предан футболу, и футбол его вознаградил. Награда нашла своего героя. «Зенит» возник в жизни Алипа с вполне конкретным предложением. 22 декабря 2021 года, в день своего рождения, он узнал, что сине-бело-голубые пригласили его на просмотр. Нуралы прошел с командой Сергея Симака зимние «Газпром» тренировочные сборы, на которых дважды отличился в играх «Атлантик Кап» против Мидтьюлана и Брондбю. Его самоотдача и игровые качества убедили тренерский штаб петербуржцев, и 16 февраля защитник перешел в «Зенит» на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года. Мне кажется, у этого футболиста есть, и тогда виделся потенциал, но он потихонечку его реализовывает. Надеюсь, что он будет продолжать так же и в «Зените». По словам самого Нуралы, ему много над чем еще нужно работать, и он пока не до конца справился с волнением. Например, боясь опоздать на тренировки, защитник всегда приезжает за полчаса до времени сбора. Но его официальный дебют в футболке петербуржцев уже состоялся, и ворота за его спиной в матче с КамАЗом остались в неприкосновенности. Так начался его путь к главной цели на ближайший год. Чтобы эта аренда превратилась в покупку. Да, полноценный контракт, чтобы меня оставили в «Зените». В истории «Зенита» были десятки, а может и сотни игроков и тренеров с яркими судьбами. Но даже на их фоне защитник сине-бело-голубых Михаил Лохов отчетливо выделяется. Что же у него за история? Расскажем ее в рисунках. Маленький Мишка Лохов родился в послевоенном Ленинграде и свои первые годы прожил на улице Решетникова, на южной окраине города. Недалеко от дома располагался один из важнейших заводов всего Советского Союза – «Электросила», а при нем заводская команда и футбольное поле, на котором в свободное время тренировали мальчишек. На нем и проводил все свободное время будущий защитник. К сожалению, судьба не позволила Мише долго оставаться беззаботным. После гибели отца мальчику пришлось поступить в интернат, пока мать работала на износ, чтобы вывести сына в люди.
он стремился помогать ей чем мог. Но что мог простой советский школьник? Разве что прилежно учиться, да держать дом в чистоте. Впрочем, спорт он не забросил и увлекался всем, что было доступно в интернате – волейболом, фехтованием, легкой атлетикой и лыжным спортом. Едва окончив 8 класс, Миша забрал документы и отправился по знакомой улице прямо к электросиле. Но на этот раз не на футбольное поле, а в отдел кадров, в надежде, что для него найдется работа. На заводе к молодому человеку отнеслись скептически. Невысокий и очень худой, он не был похож на того, кому по силам ежедневный тяжелый физический труд. К тому же для большинства вакансий требовалось хотя бы специальное образование. Однако Миша был настойчив и не ушел, пока его не согласились принять учеником шлифовщика. Зарплата была небольшой, а работа трудной. Поначалу мальчишка ощущал себя чужим среди грохочущих машин и крепких широкоплечих людей. Зато он был рад, что наконец-то помогает матери. А еще завод позволял не бросать увлечение спортом, играя за команду «Электросила». Так что все остававшиеся после тяжелых смен силы юноша выкладывал на футбольном поле. К счастью, его начальник был болельщиком и, увидев Мишку в деле, стал охотно отпускать его на тренировки и игры. Видимо, начальник хорошо разбирался в футболе, ведь хотя молодой Миша Лохов не был особо талантливым или крепким футболистом, своим бескомпромиссным трудолюбием он с лихвой компенсировал все имеющиеся недостатки. На каждый матч он выходил с таким настроем, будто бы это финал чемпионата мира. Благодаря своему упорству он закрепился в основном составе «Электросилы», которая, впрочем, была средней, если не сказать слабой командой, выступавшей во второй Ленинградской лиге без каких-либо шансов на прогресс. На таком уровне было сложно попасть в поле зрения профессиональных команд, но все же Мишку заметили. Правда, на тот момент еще не в «Зените», а в юношеской сборной города. Тренер каким-то чудом оказался на матче заводских команд и был в восторге от игры щуплого защитника-опекуна, который как бульдог цеплялся за нападающего соперников и полностью нейтрализовывал его на все 90 минут. Вскоре Лохов получил вызов на просмотр, а затем успешно прошел в состав объединенной команды Ленинграда. Первым настоящим большим соревнованием в его жизни стал Кубок Надежды, всесоюзный молодежный турнир, с которого началась совсем другая жизнь. Миша впервые летал на самолете, жил в гостинице в номере класса люкс и ужинал бутербродами с икрой, причем не баклажанной. Но главное, он почувствовал вкус больших побед. Ленинградцы сотворили сенсацию, победив во всех раундах и выйдя в финальную стадию турнира. К юношеской сборной оказалось приковано внимание всего города. Настолько, что в 17-м выпуске журнала «Смена» за 66-й год вышел материал «Посвящение в рабочие». В нем на 5 страницах рассказывалось про молодого защитника Михаила Лохова, спортсмена, комсомольца, красавца и отличника производства. На больших фотографиях герой позировал у шлифовального станка, на поле с мячом и даже в элегантном костюме с галстуком-бабочкой. Вскоре почтальон наотрез отказался таскать письма в квартиру Лоховых, и раз в неделю Михаил сам заходил на почту и забирал по мешку посланий от девушек со всего Союза. Но наступила осень, и на состоявшемся финале Кубка Надежд сборная Ленинграда уступила в переигровку. Тем не менее, футбольная карьера Михаила Лохова только начиналась. Тренер сборной порекомендовал защитника в «Зенит», где он смог регулярно играть за команду дублеров, что уже было большим шагом вперед по сравнению с «Электросилой». В то же время он не переставал исправно трудиться на заводе. Обучение закончилось, теперь он был шлифовщиком, получил разряд, а вместе с ним и заметную прибавку к жалованию. Тяжелые времена семьи Лоховых прошли, и от этого еще сложнее стало принять следующий вызов. Уже через месяц выступлений в дубле сине-бело-голубых к Михаилу подошли тренеры главной команды и попросили уволиться с «Электросилы», чтобы стать игроком основы. А значит, променять с таким трудом обретенную стабильность на заманчивую авантюру с профессиональным футболом. Решиться было сложно. Мама уговаривала остаться на заводе. Но, взвесив все за и против, Миша понял, что футбол – лучшее, что есть в его жизни, и решил идти за мечтой до конца. Он написал заявление по собственному желанию, после чего должен был доработать на заводе последние 2 недели. Но когда начальник узнал, куда уходит его рабочий, уладил все моментально. В тот же день Михаил Лохов из шлифовщика превратился в игрока футбольного клуба «Зенит» с записью «Инструктор по физкультуре ЛАМО в трудовой». В тот год ему исполнилось 18 лет.
Впереди Михаила ждала большая футбольная карьера. Он никогда не снижал требований к себе, стал твердым игроком основы и отыграл за «Зенит» 13 лет, или 371 матч. Это 9-й лучший результат в истории сине-бело-голубых. Мог и больше, но когда в команде был взят курс на омоложение состава, Михаил Алексеевич перешел в тренерский штаб и уже на новой должности помог завоевать команде свое первое золото в 1984 году. Но это уже совсем другая история в рисунках. Друзья, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ставьте лайки под этим выпуском, подписывайтесь на Зенит ТВ и верьте в добро. Увидимся совсем скоро. Удачи! Пока!